Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня в моих планах посмотреть ботанический сад. 9:30. Слушайте, такое впечатление, что здесь тротуары моют шампунем. Пахнет мылом, хорошим причем мылом. На тротуарах вода, это не дождь был, а это утром сегодня вымыли тротуары. И все чисто. В Париже тротуары моют очень редко. Очень редко. Здесь каждый день, каждое утро. Если кто-то из вас планирует приехать на Лазурный берег, то, естественно, и вы становитесь в Ментоне, то отсюда, естественно, вы можете поехать в Монте-Карло, в Монако. От Ментона до Монако всего лишь 8 километров. Можно поехать на автобусе, либо на поезде, либо пешком пройти вдоль побережья. Тоже интересно. Я в этот раз не поеду в Монако. Вот мне больше нравится гулять по старым улочкам вот этого города Ментона и окрестностям этого города. Ботанический сад я пойду вот так вдоль моря, в сторону Италии. Мне надо дойти до гостиницы «Наполеон», и рядом с гостиницей «Наполеон» находится ботанический сад. Гостиница «Наполеон». И вот здесь указатель «Жардин Валь Раме». Вот это и есть ботанический сад. Надо перейти дорогу и посмотрим. Ботанический сад сегодня закрыт. Сегодня вторник. Закрыт по вторникам. Хотя на сайте ботанического сада указано, что работает каждый день. Вернусь завтра. Замечательный вид утром на старый город Ментон. Еще 1000 метров, и вы в Италии. Запахи моря, запахи водорослей. Вот там чуть дальше, там находятся таможенники, граница между Францией и Италией. А это Ментон со стороны итальянской границы. Я практически на границе между Францией и Италией. Вот здесь проходит граница. Poste frontière Saint-Ludovic, Ментон. И с другой стороны Италия. А вот здесь начинается Италия, но отсюда до Вентимигли идти пешком 2 часа. Поэтому лучше я поеду в Вентимилью на поезде. Поездом всего лишь 10 минут. Ментон-Вентимигли. На границе есть контроль, причем контроль для въезжающих во Францию со стороны Италии. И не только частные машины останавливают, и туристические автобусы тоже проводят досмотр. Витаминный чай. Здесь лимон и жанжамбра, то есть имбирь. Имбирно-лимонный. А здесь, смотрите, можно попробовать мед, разнообразное варенье. Варенье. Вот палочки. И если тебе понравилось, можно купить. И сейчас я попробую варенье Citron de Menton. Вот так выглядит варенье из лимона.
Лимон надо мелко-мелко-мелко резать. Очень вкусный. Вкусный действительно варенье из лимона. Мне очень понравилось вот это варенье. Здесь лимон, апельсин и 5 специй. А это варенье из мимозы. Обалденно вкусно. Обалденно просто. Очень вкусно. Необыкновенный вкус. Действительно вкус мимозы, кстати, аромат мимозы. Замечательный магазинчик конфитюра, варенье. Можно попробовать, продегустировать и при желании купить. Вокзал Монтона, la gare de Menton. И вот отсюда я поеду сейчас в Италию, в город Вентимигlia. Билет туда-обратно Монтон, Вентимигlia стоит 10 евро. Время в пути 10 минут. Вот, друзья, время пути из Монтон, Вентимигlia, или Вентимиль, как говорят французы, 10 минут всего лишь. И мне не повезло, потому что идет дождь. Идет дождь, и вот здесь, смотрите, Mercato del Fiore, это огромный рынок, но очень известен рынок Вентимигlia, однако он бывает только раз в неделю по пятницам. Сегодня вторник, но я просто прогуляюсь под дождем тогда по городу. Вкусная итальянская выпечка. На обратном пути выпью чашку чая здесь. Самое первое отличие, вот сразу же, как только я вышла здесь в Италии, значительно больше мигрантов. В Монтоне я не видела мигрантов, на вокзале вообще нет. А здесь есть и немало. Смотрите, какой красивый сквер с красивыми деревьями. Крона этих деревьев, как зонтики от дождя. Хотя идет дождь, сюда не проникает. Сухо. Симпатичный такой фонтан. Но мигрантов действительно полно. Полно. Из Африки. Проехал всего лишь 10 минут. И такой контраст резкий между двумя странами. Тут же Средиземное море, побережье. Но другое все. Все другое, скажем так. Достаточно грязно. Сразу же мусора очень много. До Сан-Ремо отсюда всего лишь 18 километров. Такая необычная скульптура. Сейчас я выйду на мост и посмотрю старый город. Да вот это Италия. Италия, ребята. Бельишко сушится на веревках на фасадах домов. К церкви Святого Михаила. Красивая дорога. Даже в пасмурную погоду красиво. Вокруг горы. Здесь, конечно, мрачновато. А вот это что-то очень старое. Очень. Знаете, какие двери. И посмотрите, пустой дом. Старинный красивый особняк, но совершенно обшарпанное здание. Нет денег на реставрацию. Итальянская ривьера. И вот очень хорошо видна Франция. Вот, французский лазурный берег. Так, теперь пойдем к церкви. Виа Гарибальди. Так, давайте пройдем по улице Гарибальди. Да, все такое обшарпанное и заброшенное.
мрачновато. Вот прямо очень мрачно. Что хочется отсюда уже побыстрее уйти. Пролетела птица, прошуршала крыльями. Жутко. Жуть, как будто это в фильме ужасов. О, вот сюда, сюда, выход, 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 скорее. Так, пойду-ка я лучше в кафе посижу, возле рынка. Когда-то очень давно, когда я впервые приехала в Вентимилью, я уже тогда была удивлена контрастом, резким контрастом между Лазурным берегом и вот Италией. И вы знаете, ничего не изменилось. За прошедшие 20-25 лет ничего не изменилось. Такой же контраст резкий. Что вам сказать? В Вентимилью надо приезжать в пятницу ради рынка. Потому что здесь, на этом рынке, можно купить все, что вы хотите. Начиная от продуктов питания, заканчивая одеждой, сумками, кожаными изделиями, сувенирами и так далее, и так далее. Действительно, рынок очень интересный, очень колоритный. И это стоит того, чтобы приехать. Во вторник здесь пусто и все закрыто. Вот только цветочный магазин открыт. И еще какая-то лавочка открыта здесь. Вот. А в основном все закрыто. Но архитектура очень красивая. Если бы ее чуть-чуть подреставрировать, цены бы не было этому городу. Зашла в местную лавочку и сразу же смотрите, какой выбор. Какой выбор мучных изделий, макароны разнообразные. Вау. Ой, здесь что? Ликеры. Когда были лиры, было очень выгодно покупать в Италии. А сейчас цены вот на кофе, я смотрю, то же самое, что во Франции. Даже во Франции дешевле. Или здесь 7,70 стоит. И вот эта улица ведет как раз к вокзалу. Пожалуй, я здесь долго не задержусь. Чай. Ну, чай, как обычно, из пакетика. Попробуем баба ром. Местные десерты. 4,90 вот это стоит. Ромовая баба необыкновенная. Сочная, вкусная. Ром не пожалели. Очень вкусная, действительно. Вентимилья стационе. Вот это вокзал. А рядом с вокзалом вот такая симпатичная улочка. Пойду на звон. Лично мое впечатление, мне здесь некомфортно. Достаточно прогулки по Вентимилье. Иду на вокзал, возвращаюсь в Мантон. Вокзал Мантона. Мне хватило 1,5 часа для прогулки по Вентимилье. И каждый раз, когда я возвращаюсь во Францию из Италии, из Вентимилья именно, меня удивляет этот контраст между Вентимилья и Мантоном. Чистенькая Франция, аккуратная. Чистые фасады, все отреставрировано. И хочу вам сказать, что на первой же остановке, самая первая остановка после Италии во Франции, называется Мантон-Гараван, мы стояли 5 минут, потому что вошли полицейские, таможня, и был полицейский контроль. Смотрели, нет ли подозрительных людей, и проверяли документы. И хочу вам сказать, что уже, по-моему, вот 1,5 года, как восстановили контроль на границах. Но в любом случае здесь, на юге Франции, вот в городе Мантоне, и, конечно, здесь теперь намного безопаснее, чем было, скажем, даже где-то 2 года тому назад. Так что между Францией и Италией существует теперь контроль, и полицейский, и таможенный, и это радует. Местные лимоны. 4,90. Обязательно куплю с собой в Париж килограмм лимонов и сварю в варенье, потому что варенье из лимонов очень вкусное. 91-й фестиваль лимона. Фет вообще праздник, но лучше сказать, наверное, фестиваль. Voyage dans les étoiles. Путешествие к звездам.
Контраст разительный между Италией и Францией. Первое, что я увижу, убирают тротуары, с пылесосом ходят, да? Ни одного окурка на тротуаре, мусора нет. Все это пылесосят. Пылесосят, а рано утром моют с мылом. Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня мой 4-й день в Монтоне. И сегодня я хочу посмотреть ботанический сад Монтона, который вчера был закрыт во вторник, а сегодня открыт. Открывают этот сад в 10 часов утра. И сад платный, нужно купить билет. Ботанический сад обязательно надо прийти посмотреть, если вы будете здесь отдыхать в Монтоне. В Монако находится экзотический сад. Там очень много редких кактусов, но этот сад закрыт на ремонтные работы с 2020 года и должны открыть этот сад только в этом году, 25-м, в конце июля, начале августа. Тропический лес на юге Франции, на Лазурном берегу. Сад необыкновенный. Будете здесь отдыхать, обязательно посмотрите. Какой необычный фрукт. Как рука. Две даже руки. Дерево называется рука Будды. Дерево бутылка. Арбре бутейе. Сейчас я вам покажу издалека. Такой замечательный парк ботанический. Я уже 2 часа здесь гуляю. Надеюсь, что вы не скучали при просмотре видео из ботанического сада. Но я бродила здесь 2 часа. Мне очень понравился сад ботанический. Великолепный. Остается 4 дня до открытия фестиваля, и вот уже почти все готово. Смотрите, очень смешно. Инопланетянин с лимоном. Но жалко, что я уезжаю раньше. С цветами очень красиво. Вау. А ракеты все практически закончены работы. Цветы посадили, лимонами все выложили ковер. И ракета из лимонов и апельсинов. Очень здорово. Сегодня море лазурного цвета. И теперь я пойду на запад. Вот Кап-Мартен называется. Сейчас вот в западном направлении. Направление Монте-Карло. Также, кстати, вы можете дойти и до Монако. Пешочком 8 километров. По дороге на Кап-Мартен зашла еще в один парк. Здесь очень много парков, кстати. И здесь цитрусовые разнообразные. Необыкновенно. Везде апельсины, мандарины. А вот это уже явно мандарины. Лимоны. Ну, уж много уже вам сегодня снимала садов. Теперь Кап-Мартен. Эти огромные золотые фрукты. Это так красиво. Для вашей информации, можно пройти вдоль моря, по берегу моря. До Кап-Мартен 20 минут, до Монте-Карло 2 часа пешком.
Очень хорошо видно Монако. Небоскребы. Единственный небоскреб на побережье в Монако. Скоро закат солнца. Пройти пешком от Мантона до Монако нужно быть очень хорошо физически подготовленным. 2 часа. Я уже час как иду, но я не пойду до Монте-Карло. Дорога вдоль моря очень красива. С правой стороны частные владения, частные особняки. Вот такие великолепные сады. Тоже, видимо, очень старое поместье и экзотический сад. Вот такие кактусы. Или это не кактусы? Алоэ цветет. Смотрите, смотрите, кого я вижу. Козочки горные. Друзья, я в Кап-Мартан еще. Кап-Мартан. Шла. Прошла почти 1,5 часа. И я не дошла до Рокебрюн-Вилляжа. Еще там час топать почти. В другой раз. Но здесь я вам хочу показать необыкновенный парк. Вот это оливковые деревья. Вот это все, видите, оливковые деревья. Вот они. И этим оливковым деревьям около 1000 лет. И вот сейчас мне местная жительница рассказала, что это, видимо, была старая история, не знаю, может быть, конец 19-го или начале 20 века. Эти земли были частные, и они принадлежали одному из богатых французов. И этот человек, он завещал парк городу, но одно условие поставил: оливковые деревья не вырубать, оставить так, как есть, и ничего не строить в этом парке. И его завещание выполнено. Этот парк, он остался парком. Вот они, оливковые деревья, которым по 1000 лет. И да, здесь урожай. Сказали, что да, созревают оливки, собирают оливки. И сюда приходят местные жители, отдыхают с детьми на пикник. Посмотрите, вот эти стволы. И теперь здесь можно мне выйти, потому что я хочу все-таки посидеть в кафе, что-то выпить. И этой же самой дорогой я буду возвращаться в Мантон. Хочу полюбоваться заходом солнца. Так что я сейчас... Ух ты, какие оливки! Так что я сейчас здесь вот выйду, найду булочную, где можно выпить кофе или чай. Ух ты, какие стволы! И обратно. Посмотрите, это оливковое дерево. Перед возвращением, ну что же, стоит подкрепиться и выпить чаю. Парк Дю Кап-Мартан. Вот сейчас я пройду через парк, выйду опять на берег моря и возвращаюсь в Мантон и полюбуюсь закатом солнца. По этой тропинке очень много бегают, занимаются спортом. Видимо, люди очень закаленные, потому что дорога сложная. То вверх, то вниз. Есть ступеньки. Ступеньки вверх, ступеньки вниз. Дорога на выносливость. На обратном пути у меня открылось второе дыхание от оливкового парка. И практически до пляжа вот Корнуоллеса здесь я дошла за 35 минут быстрым шагом. И вот смотрите, какой замечательный вид на Мантон. Церковь очень хорошо видно. Сейчас я попробую поближе вам сделать. Вот колокольня Сен-Мишель. Кто не видел первое видео Мантон, смотрите по ссылке. Мантон на закате дня. Ну вот, друзья, не знаю, будут ли вам интересны такие длинные видео, потому что видео действительно получилось длинное. Завтра я возвращаюсь в серый, хмурый, холодный Париж. В любом случае, спасибо, что были со мной. И до новых встреч на канале о Франции не только. Пока! Через 40 минут у меня поезд. И вот сейчас хочу купить лимонов. Сварю варенье. 5,90 килограмм. Лимоны были собраны вчера вечером.
Ипотечный парк открыт. И я могу зайти и вам снять вот эту красоту. Через 2 дня состоится открытие вот этого парка, 15 февраля. И все уже готово. Последние приготовления, ребята. Все. Через 2 дня открытие. Красота. Хорошо потрудились садовники, молодцы.